Для начала, вот если мы торгуем вот по этим кластерам, у всех вот есть такая ошибка, что рынок идет вниз, и, предположим, он уже как бы довольно хорошо так прошел вниз, то есть, ну, представим, что здесь был какой-то определенный флет, вот, рынок прошел у нас вниз. У всех почему-то вот всем норовит зайти вот здесь, якобы как будто бы на разворот, без какого-либо подтверждения, вот. Представим, что у нас есть вот кластер, да, и в нем, например, у нас, опять же, я буду так вот рисовать, то есть идет какое-то накопление, и все почему-то, ну, и закрытие, например, вот в этой зоне. Всем почему-то кажется, что вот именно после вот такого движения сейчас мы пройдем как бы, ну, пускай там будет это расческой, не расческой, как это там называют, разрывистый объем, не разрывистый. После вот такого движения всегда нужно ждать того, чтобы цена затормозила свое движение. То есть она тормозится, как бы закругляется, и мы, например, видим, что вот на вот этом отрезке движения у нас происходит вот такая вот ситуация. То есть мы уже просто понимаем, что здесь у нас сформировался объем. Он может цену как вниз толкнуть, так и вверх ее толкнуть. Мы еще вообще здесь ничего не знаем, никуда не заходим. У нас самый главный фактор вообще, на который мы смотрим, это то, что движение было уверенное вниз. Вот. Здесь еще этот объем ничего не дает. Дальше. Если мы, то есть мы увидели, что у нас идет определенное закругление цены, остановка ее и так далее. Вот в этот момент мы увидим, что, ну, как бы, если вот прям увеличено, да, вот он, это вот этот вот отрезок в увеличенном виде. У этого отрезка есть как бы верхняя граница и есть нижняя граница. То есть это может быть микрофлэт, что угодно. В нем по-любому что-то, какой-то объем будет прыгать. Вот наша задача, если мы планируем торговать, например, резкий разворот, наша задача увидеть, например, вот здесь где-то следующий кластер, в котором, ну, например, да, возьмем, что у нас вот здесь было, например, там уровень 10, и количество тиков пускай будет у него, например, 7. Вот. Наша задача, нашим сигналом для входа на повышение будет вот как раз-таки в следующем кластере. Мы будем наблюдать, как правило, вот в этой зоне, вот в этой всей зоне, такая относительная пустота, ну, скажем, там будет 2 тика, 1 тик, может быть, 3 тика. И самое важное, это выше вот этого уровня, либо на нем, ну, то есть это уже по опыту и опять же там по ситуации. Это не всегда срабатывает. Вот чаще срабатывает, если, например, цена закроется, ну, просто для примера, она закроется у нас на уровне 11 с тиковым объемом, например, ну, хотя бы 9. То есть не особо это как бы важно, главное, чтобы его было просто больше. Вот это уже, опять же, даже вот в этой ситуации, что бы сделал я? Например, мы закрываемся вот здесь, я бы подождал откат в зону пустоты, то есть это вот как раз таки вот здесь это будет выглядеть как такой ретест, и обратно цена пойдет. Вот. И с этого вот как раз таки отката я бы взял. Это первый момент.